Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же спектакль устроит вам бывшая? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Так, ну, личная жизнь, конечно, хоть держись. От слова нет совсем, да. Одноразовые я не беру во внимание, как всегда, да. Вот какое-то ощущение идет, что вы как будто бы вот закрылись, знаете, вот это может быть и добровольное такое отшельничество, это может быть ситуация, когда вот вам внутренне морально плохо, допустим, да, по той или иной причине. Вы не хотите особо общаться. Вас могут даже, допустим, друзья, приятели, родственники куда-то приглашать развеяться, но как-то не очень охота, да, вот как будто вот вы смотрите, вот как на этой карте, да, вот смотрите как будто издалека вот на весь этот мир, да, вот полностью как-то отстранены. Да, вы ходите на работу, вы зарабатываете деньги, но это всего лишь как бы потребность, да, это одна из основных потребностей, потому что без денег просто, ну, человек не выживет, даже покушать нужно что-то покупать. Вы довольно, так знаете, сейчас настроены как-то, может быть, даже скептически ко всему миру. Ну, то, что, допустим, по поводу женщин может проигрываться, да, это может быть ваша психотравма, это может быть недоверие вообще к женщинам, либо же какое-то отстранение сознательное от личной жизни. Это может проигрываться, что, допустим, вот вы пережили развод, расставание, да, и теперь вот вы закрылись, вы не хотите ни новых отношений, вы не хотите никакого общения, вам хочется побыть одному, как-то отстраниться вообще от всех и от всего. У вас сейчас проигрывается довольно такая острая потребность, может быть, поразмыслить, да, вот сделать какую-то работу над ошибками. Вы вот потому, может быть, немного так и закрылись, потому что именно вы хотите сами вот внутри себя, да, мысленно решить свои какие-то вот наболевшие проблемы. Потому что, ну, как я уже говорила и раньше, довольно полезно делать ту же самую работу над ошибками. У вас сейчас есть потребность, чтобы вас никто не трогал. Вот хочется побыть одному. Может быть, хочется просто заняться какими-то любимыми делами. Может быть, хобби у кого-то есть, да? То есть вот такие вот моменты, когда вам сейчас, ну, не до социальных каких-то похождений, не до развлечений каких-то, так, чисто дом, работа, дом, работа. Причем может еще проигрываться, что вы пребываете, либо же вот еще совсем недавно у вас был какой-то острый конфликт, да, это может быть и конфликт на работе, это может еще проигрываться конфликт с вашей женщиной, с которой вы либо сейчас еще, если живете, либо с той, которая рассталась. То есть может еще проигрываться то, что вы вот за что-то боретесь, ну, что-то отстаиваете. Это может быть и какие-то материальные ваши вот дела, квартиру, может быть, кто-то пытается у вас отнять из бывших ваших, да, либо же имущество другое какое-то поделить, ну, не очень справедливо. Ну, то есть вы что-то отстаиваете. Может быть, кто-то хочет тех же денег, алиментов больше урвать, больший кусок. То есть вы такой вот сейчас вот правдоборец, я бы сказала, вот как-то вы хотите это все сделать, но по справедливости. Но очень такая пессимистичная карта у нас выпала, вот, то есть вы сейчас пребываете абсолютно, ну, не в радужном настроении. Конечно же, у каждого это будет по-разному проигрываться, потому что не забываем, что каждый мой расклад – это общий расклад. Что-то может резонировать, что-то не очень, да, что-то больше, какой-то расклад меньше, а какой-то вообще может не резонировать, потому что все люди разные, и поскольку это общий расклад, не может быть абсолютно одинаково у всех. Это личный расклад, есть личный, там уже четко по каждому человеку мы смотрим. А здесь могут, да, могут быть какие-то отдельные моменты. Некоторые, вот как вы пишете, допустим, в ваших комментариях,
Некоторые вообще пишут, что полностью на 100, на 200% проигрываются расклады. Да, и такое может быть. Ну, то есть это очень индивидуально. Поэтому, ребята, если вы видите, что не проигрывается, допустим, ну, значит, сегодня, допустим, не ваш расклад. А завтра, может быть, уже будет и ваш, и вам больше повезет. Итак, смотрим. Какая же женщина пришла к нам на расклад, да? Какая же это бывшая? Уже от слова бывшая, наверное, многих из вас коробит, да, передергивает от одной мысли. Очень дама Божия, сварливая. Она настолько сварливая, настолько хитрая, конфликтная, из которой, конечно же, произошли у вас кардинальные перемены. Вот все-таки то, что я говорила, с ней у вас либо же развод, либо же просто вы разошлись, да, если это пара была, либо гражданский брак. Очень дама властная, эгоистичная, любящая покричать, поругать по поводу без повода. Вот даже к вам она относилась, вот знаете, такое ощущение, что периодически она вас застраивала, ну просто как мальчишку. Она могла кричать по поводу и без повода. Это могли быть придирки разные, да, не так сел, не так встал, не так сказал. Это человек настроения. Вот если у нее нет настроения, то держите меня семеро называется, да. Она могла придраться и к чему угодно, она могла учудить все что угодно просто потому, что у нее нет настроения. То есть она на близких обычно отыгрывается. Вот такой вот сварливый у нее довольно такой склочный характер. Она любит властвовать. Эта женщина очень любит командовать, да, вот для нее как-то вот то ли у нее воспитание, это еще может проигрываться, что она выросла в такой семье, да, вот с молоком матери она впитала, что мужчина должен как бы подчиняться женщине. Вот я не вижу, что она считает мужчину более главным в семье, в отношениях. Вот она как-то держит, ну как бы держит все под контролем. Возможно, у нее даже мать такая, мать, сестры, да, то есть бабушка, ну по роду это еще может идти. Довольно неискренний человек. Она очень часто притворяется. Человек, который... Ну, она врет, как здоровается. Вот она настолько профессионально вообще по жизни врет, что она в это вранье даже верит сама. Для кого-то это, может быть, сейчас будет открытием, для кого-то это будет шоком, а для кого-то, конечно же, это будет и не новостью. Потому что очень часто мы видим какие-то вещи, да, в отношениях, в семье, вот, да, мы чувствуем, потому что интуиция, в принципе, есть у каждого из нас. И те же измены, тоже вранье мы довольно часто чувствуем. Причем мы чувствуем не только вот просто интуитивно, мы считываем человека. Вот мы смотрим, да, на партнера своего, и мы видим по мимике, по жестам, по его каким-то вот реакциям, да, по даже кожные реакции. Есть человек врет, начинает краснеть, глаза бегают, определенные взгляды, да, ну то есть это все очень считывается, особенно те, кто интересуется, вот, допустим, физиогномикой той же, да, очень полезная такая наука. То есть по позе, по жесту, по взгляду можно понять, сейчас вам правду человек говорит или нет. Так что, если кто-то хочет, можете почитать, помониторить, да. Поэтому вы чувствовали некоторые вот эти вот моменты вранья, но не всегда вы хотели в них верить. Напишите в комментариях, было у вас такое или нет. Потому что, ну, в принципе, интуиция есть у всех. Она есть у кого-то больше развита, у кого-то меньше. Просто вот обычно, когда мы любим человека, мы всячески стараемся его оправдывать. Но не всегда это стоит делать, потому что вранье, да, вранью рознь. Есть белая ложь, а есть черная. Если вот кто не слышал, то коротко объясню. Есть белая ложь, это ложь во благо еще ее называют. Когда вот, допустим, человек смертельно больной, к примеру, да, мы говорим, мы как бы обманываем осознанно, но это мы делаем во благо, да, мы говорим этому больному человеку, что все будет хорошо, ты выздоровеешь. Хотя на самом деле вы знаете, допустим, что все, человек обречен. То есть это ложь во благо, да, чтобы не ранить человека, не сделать больно.
Ну, либо же еще другие какие-то примеры, ну, то есть, чтобы не травмировать человека. Но не надо путать только, пожалуйста, с враньем по поводу измены, да. Некоторые могут подумать, что, так можно и изменять, да, и не говорить правду, врать, просто чтобы не травмировать партнера. Нет, это немножечко другая ситуация. А вот вранье, вот, которое осознанное, которое ты понимаешь, что причиняешь боль, ты осознанно врешь, да, ты делаешь это специально, а тем более, если ты делаешь это, ну, как бы, когда вообще ничего не ёкнет у тебя, ты врешь профессионально, то это, конечно же, будет черная ложь. И эта дама, вот, она вообще ни с кем и ни с чем считается, она вот как бы на раз-два просто врет. Итак, давайте-ка теперь посмотрим, уточним, какой же спектакль она устроит, что же она вам еще учудит, эта дамочка. Так, смотрите, она может объявиться к вам, но с таким, знаете, вот, я даже не знаю, вот каким словом назвать, вот настолько лицемерным порывом любви. Она может проявиться с тем, что давай вот вернем все. Вот я тебя люблю, давай я все поняла, я виновата и так далее. Ну, то есть она будет вся такая белая пушистая. У кого-то это может проиграться, что сначала начнутся какие-то робкие смски, у кого-то это звонки могут быть, да, ну, то есть это не в наглую она попрет, придет к вам домой и скажет, давай мириться, давай жить. Нет. Это будет очень осторожно, это очень продумано, это умно будет. Но опять же, она это все будет делать не потому, что она вас любит реально и хочет вернуть. Это все ради денег будет делаться, ради денег, ради красивой жизни. Вот она будет появиться снова, чтобы сыграть в любовь, но с целью наживы, с целью денег. Потому что у нее вот либо же сейчас, либо вот ну, недавно как бы проигрывался такой очень тяжелый период. Период, когда она одна осталась, период, когда у нее начались финансовые проблемы. Ну, то есть она как-то почувствовала себя, ну, в общем-то, не нужной никому. Поэтому она вспомнила вас, человека, с которым она прожила, либо же была в длительных отношениях. Она прекрасно знает и помнит, как вы к ней относились. Она прекрасно знает, как вы вкладывались, что вы делали, как вы ее там боготворили, любили, да. И некоторые женщины, вот я вам скажу по секрету, может быть, для кого-то это и не секрет, ну вот они считают, вот они поманят пальчиком. Если мужчина любил, то даже сквозь время, через там месяцы, годы, мужчина снова примчит на крыльях любви. Некоторые считают через интим, да, вот можно подъехать, вот если качественный интим был, вот она думает, она снова займется с вами интимом, и снова вы растаете, и снова вернетесь, и все хорошо будет. Либо же детей могут подсылать, манипулировать как-то через детей. Но это настолько глубочайшее заблуждение, но этим не вернешь мужчину, потому что, ну да, дети это все хорошо, но детям можно помогать и на расстоянии, правда ведь? Потрясающий интим это все хорошо, но как бы можно и другую женщину найти, и это будет уже совершенно новая женщина, с которой тоже будет шикарный интим, и она не будет нервы мотать и изменять, как это. Ну, то есть, как ни крути. Но она придет, понимаете, она настолько вот маску добродетели оденет. Это такой будет вот какой-то спектакль вот на высшем уровне. Хорошо отрежиссированный, отрепетированный. Причем еще может проигрываться, что вот ее кто-то наставляет, как это сделать. Вот это будет не в ближайшее время, я вам скажу. Это будет через некоторое время, чуть попозже. Вот она с этим спектаклем придет. У нее могут проигрываться вот друзья-приятели, может быть, там сестры у кого-то, да, которые ей подсказывают, как лучше к вам подлезть, как сыграть любовь, да, вот вплоть до того, что они будут видео просматривать и каких-то психологов слушать, как лучше вернуть мужчину. Я думаю, она даже не брезгует, кстати, вот такими вот видео. Она хороший манипулятор. Вот несмотря ни на что,
Вот чему-чему, а вот вранью и манипуляциям в своей жизни она очень хорошо научилась. Причем может быть такое, что некоторые из вас могут даже поверить. Поверить в ее любовь, в то, что она вот поменялась. Вот она настолько изысканна, настолько вот правдиво начнет вам рассказывать, каяться, да, может быть, даже напрямую признаваться в любви. Это будет такой, ну, как я говорила, спектакль просто на высшем уровне, что здесь реально хочешь, не хочешь, а поверишь. Поэтому будьте, ребята, очень так бдительны, очень, ну, как бы слушайте, фильтруйте, где можно, проверяйте, да, вот тем более, если есть какие-то общие знакомые, с ними, может быть, поговорите, потому что это может быть такая засада, это, ну, повторно вы вступите в ту же реку, в ту же воду, и повторно это будут ну, моменты, когда вас доить будут по финансам доить. Человек ведь не меняется. Повторится та же ситуация, из которой вот вы разошлись. Я неоднократно говорила, что люди, если мирятся, сходятся, они сходятся в ту точку, из которой они разошлись. Вы возвращаетесь не в самое начало, когда все в розовых очках, все хорошо, любовь, морковь. Нет. Вот эти все ссоры, обиды, проблемы, вот трещины в отношениях, они-то ведь останутся, они никуда не денутся абсолютно. Поэтому я бы вам очень рекомендовала, ну, 100 раз подумать и проверить. Посмотрите, она будет настолько искренне играть в любовь, настолько будет это правдоподобно, даже я вам скажу, вы даже, может быть, испугаетесь немного. Вот испугаетесь, что неужели она осознала, как-то у вас будет, знаете, вот как смятение чувств. Не может быть. Вы даже как-то засомневаетесь, да, вот почему я вам еще настоятельно рекомендую, фильтруйте, потому что она настолько это все сыграет правдоподобно, что вы начнете верить, начнете сомневаться. С другой стороны, у вас появятся страхи, а вдруг она и правда осознала, да, а получится, не получится, а может быть сойтись, да, но все-таки я думаю, большинство из вас все-таки не поведется на этот спектакль. Большинство, вот именно видите, будет спектакль именно любовного характера. Вот это будет притворство про любовь. Здесь как ни крути, но человек врет, да? Человек будет играть на ваших чувствах, на ваших эмоциях. Некоторые даже могут вам предложить: давай родим еще ребенка, да, вот если возраст кому позволяет. Ну, то есть это будет такой, ну, на высшем уровне продуманный такой трэш, вот спектакль такой. Поэтому еще раз говорю, если вы хотите, ну, может быть, у кого-то наклонности есть, да, вот как говорят в анекдотах там, либо же, я не знаю, в Ералаше, да, вот кто помнит было, сделай мне больно, да, когда подходит мальчик один к другому, ну, сделай мне больно, да. Может быть, у кого-то такие наклонности есть. Это, конечно, не очень-то и смешно, но тем не менее, я понимаю, что некоторые из вас до сих пор любят свою бывшую. Я это вижу прекрасно, я читаю все ваши комментарии. Но знаете, ну, меня очень сильно удивляет, как некоторые пишут, да, вот, что вот я ее настолько люблю, вот главное, чтобы она пришла, вот пусть только придет, несмотря на то, что произошло. Ну, я, конечно, со своей стороны, я не согласна, да, но это мое субъективное мнение. Но это неправильно. Это уже просто, знаете, это даже не любовь, это зависимость. Это просто, когда человек себя, ну, как бы подсадил на другого человека. Некоторые всякие разные дела с собой могут творить, конечно, упаси Господь. Но это реально, это зависимость. И от этой зависимости нужно избавляться. Когда некоторые говорят: я не могу ни спать, ни есть, ни дышать без этой женщины, я готов все простить. Это болезнь, это просто зависимость. И здесь, я думаю, без специалиста, без хорошей терапии, ну, мало кто сможет с этим справиться. Поэтому смотрите, ребята, держите себя в руках, если будет такое вот искушение. Причем, еще раз повторяю, это хорошо поставленный спектакль будет, который вы должны проверить вот по максимуму. Если вы все-таки хотите
что-то наладить. Ну, проверьте, где возможно и невозможно. Все проверьте, правда это или нет. Потому что, ну, я не вижу здесь чистой любви. Я вижу спектакль ради денег. Игра в любовь ради денег. Запомните это. И будьте бдительны. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!